Сегодня поговорим с вами о некоторых городах Украины, в которые пришла опустошительная война. Какими были эти города в мирное время, как там жили люди, и что с ними стало сейчас. А также при чем тут те ценности, которые транслирует российская пропаганда. Может показаться, что эти вопросы совершенно из разных областей, но вы удивитесь, когда увидите, насколько же они связаны между собой. В современной России тяжело продавить здоровые урбанистические инициативы, от которых напрямую зависит комфорт и безопасность россиян. Да, на локальном уровне в России есть много положительных примеров, но вот сделать позитивные практики повсеместными, мягко говоря, не удается. Да и положительные эти примеры, они какие-то случайные и очень такие локальные. Тем интереснее обратить внимание на то, что в Украине в последние предвоенные годы на общегосударственном уровне шло серьезное движение в сторону очеловечивания городов. Почему это интересно именно сейчас, когда идет опустошительная война? Казалось бы, при чем тут еще урбанистика? Дело в том, что вторжению в Украину сам Владимир Путин придал именно ценностный характер. Дескать, Россия несет свои правильные ценности взамен неправильных украинских. Так вот, давайте посмотрим на определенный срез этих ценностей, которые наглядно проявляют себя именно вот в устройстве городов. В 2018 году, например, в Украине снизили максимально разрешенную скорость движения в черте города. Сейчас она составляет 50 км в час. Это на 10 км в час ниже, чем в России. В городских условиях такая разница не увеличит продолжительность поездки, но радикально уменьшит смертность на дорогах. Правда, в Украине пока, как и в России, существует нештрафуемый порог в 20 км в час. Его отменить не успели, а сейчас, конечно, не до него. Но в нашей стране провести такую реформу со снижением скорости вообще не удается, хотя доказано просто научно, что это самый главный способ спасти множество человеческих жизней. В том же 2018 году в Украине обязательное устройство велосипедных полос при постройке новых районов или реконструкции старых было принято на государственном уровне. Как и островки безопасности на пешеходных переходах через улицы, где 2 и более полосы в одну сторону. Нам в России, за исключением пары городов, о таком только мечтать и мечтать. А ведь именно отсутствие островков безопасности ежегодно убивает и калечит огромное количество россиян, в том числе и детей, а также не дает пожилым людям возможность нормально пользоваться своим городом, они просто не могут перейти широкую дорогу и сидят дома. Казалось бы, это вопрос жизни и смерти, ну и вопрос просто возможности пользоваться городом для пожилых людей. Никакой политической окраски и подоплеки у него не должно быть. Но в рамках путинской политической системы даже такую насущную инициативу протолкнуть никак не получается. А вот в Украине, где, по словам нашей пропаганды, фашист на фашисте сидит и нацистам погоняет, о жизнях граждан почему-то позаботились. Там с недавнего времени еще и внедряется западная система успокоения трафика Traffic Calming Measures. Более того, 6 лет назад в Украине провели налоговую реформу, которая сделала города более финансово независимыми. Это значит, что у городов появился стимул помогать местному бизнесу, ведь весомая часть налогов на прибыль седает в городском бюджете, а не уезжает в центр, потом не распределяется в виде подарков каких-то или подач. Тратить этот бюджет украинские города могут по своему усмотрению, не консультируясь с президентом. Для путинской системы такая ситуация категорически неприемлема. Эта система вся как раз на том и стоит, что у местной власти не должно быть никаких своих денег. Местные власти должны выпрашивать их у федерального центра, и при этом они всегда могут пойти под суд за нецелевое использование. Это когда мэр города умоляет дать ему денег, чтобы залатать яму, а ему дают целевые средства на новый забор, который никому нафиг не нужен. Залатаешь на них яму — сядешь. А если как-то проявишь нелояльность, то и если и не залатаешь яму — сядешь. Повод всегда найдется. Я не идеализирую нынешнее устройство городов в Украине, но нельзя не обратить внимание на динамику. Например, в последние годы в Украине активно закупали новые троллейбусы. А в наших городах троллейбусные сети столь же активно позакрывали. Мы идем назад, а Украина вперед. К тому же, в конце 2019 года в Украине приняли очень интересный закон, согласно которому у людей должен быть прямой доступ к воде. У нас до сих пор многие считают, что хорошая набережная — это глухой забор или там парапет в половину роста взрослого человека. А то вдруг ребенок захочет потрогать воду или опустить в нее ноги, не дай бог. Ну или хотя бы просто посмотреть на нее даже. Нельзя, не положено. Я специально прошелся по самым заметным градостроительным инициативам в Украине. Устройство городов является самым очевидным и осязаемым воплощением ценностей, провозглашенных в государстве. Если, например, Осло, благодаря
многолетним усилиям и программе Vision Zero за весь 2020 год сделали так, что на дорогах погиб всего лишь один человек. Не десятки, не сотни, не тысячи, там, как в российских городах, а один. Да и тот российский дипломат, влетевший на машине в трамвайную остановку. Есть города Украины, далекие от идеала, пока, но начавшие движение в правильную сторону и остановленные на этом пути лишь путинским вторжением. Есть ваш российский город, который не получит удобный транспорт, безбарьерную среду, благоустроенное общественное пространство и реставрацию архитектурного наследия. Потому что все это и до войны было отнюдь не в приоритете путинского государства, а сейчас и подавно никому до этого нет дела. На этом месте мы прервемся на небольшую рекламу, которую мы вставляем в такие ролики, как вы знаете, для того, чтобы редакция могла существовать, а после нее поговорим на конкретных примерах об украинских городах. 3 месяца назад наш мир изменился. Но люди по-прежнему читают новости в интернете, проверяют курсы валют, пользуются ботами в Телеграме и даже, страшно сказать, запрещенным Инстаграмом и Фейсбуком пользуются. А значит, кто-то должен все эти штуки создавать. Во всех этих сервисах используется язык Python. А значит, тут не обойтись без Python-разработчиков. Это очень востребованная профессия, и получить ее можно в Skill Factory. И не просто получить, а получить максимально быстро, всего за 3 месяца, благодаря интенсивному курсу. Почему именно Python и именно Skill Factory? Этот язык достаточно простой и понятный для новичков. Его приятно изучать. И не важно, сколько вам лет, какого вы пола и чем занимались раньше. А особенность курса Skill Factory в том, что обучение будет проходить онлайн, очень интенсивно и каждый день. И всего через 3 месяца вы станете разработчиком с железными IT-навыками. Учебный процесс построен так, чтобы вы не только изучили теорию, но и получили максимум практики. Менторы и наставники будут отвечать на вопросы и мотивировать двигаться дальше. К концу обучения у вас будет несколько готовых проектов, которые можно будет показывать потенциальным работодателям. В Skill Factory есть карьерный центр, который помогает с трудоустройством. Но вообще хорошие Python-разработчики и так на расхват. Зарплаты у них одни из самых высоких на рынке – 130 тысяч рублей в среднем. Плюс это определенная гибкость. При желании можно найти работу за рубежом, а это сейчас для многих важно. Или работать удаленно. Если еще сомневаетесь, почитайте реальные отзывы на курсы Skill Factory на независимых площадках. Они у них стабильно высокие. Ну и переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс Python разработчик. Не забудьте ввести промокод CATS, чтобы получить скидку в 45%. Ссылка и промокод в описании. Продолжим. Сейчас поговорим о том, как украинские города выглядели до войны, до того, как туда вторглась российская армия, как там жили люди и что с ними произошло сейчас. Начнем с города Мариуполь. Город стал сейчас печально известен во всем мире. Но с 2015 года Мариуполем управлял дважды избранный на пост главы города русскоязычный политик Вадим Бойченко, возглавлявший партию имени самого себя и возглавляющий сейчас блок Вадима Бойченко. В Украине такие именные партии являются распространенной практикой, потому что там зарегистрировать свою небольшую политическую силу не в пример легче, чем в России. Если бы я родился в Украине, то, наверное, у меня давно бы уже был блок Максима Каца. Ну или там городские проекты Варламова и Каца были бы партии. Это было бы легко. В России это невозможно никак. Мариуполь преимущественно русскоязычный город. Русским языком, как основным, согласно проведенному до войны опросу, пользовались более 80% горожан. Разумеется, никто их за это никак не угнетал и не дискриминировал. Официальный сайт города, как и официальный сайт партии, возглавляемой мэром, велись как на украинском, так и на русском языках. Мариуполь был одним из самых быстро развивающихся городов Украины. Это одновременно и центр морской логистики и тяжелой промышленности. Перед войной он планомерно богател. Особенно этому поспособствовал приток профессиональных кадров из Донецка, которые стали переезжать в Мариуполь, начиная с 2014 года, с тех пор, как там наступил русский мир и ДНР. Мы знаем по российскому опыту, что большие доходы могут стать для городов не преимуществом, а наоборот проклятием. Потому что появляются деньги, чтобы вырубить деревья, посносить исторические здания, понастроить бессмысленных развязок, подземных переходов понатыкать. Но с Мариуполем подобного не произошло. Перед войной там активно занимались качественным благоустройством.
приводили в порядок архитектуру, чинили фасады, улицы избавляли от визуального мусора, наружной рекламы и лишних проводов. По дорогам ходили новенькие троллейбусы, прям на зависть почти любому российскому городу, где или ходят очень старенькие, или вообще троллейбусную сеть давно выпилили, чтобы на месте депо, или трамвайного депо, или троллейбусного построить какую-нибудь многоэтажечку, а чтобы мэр зарабатывал на маршрутках. Для тротуаров использовались разнообразные, мощения в Мариуполе, и, о чудо, плитка там не разваливалась сразу после укладки, как в Москве. А для людей устанавливали много удобной и стильной городской мебели, чтобы люди могли проводить на улицах время. Город был очень красивым и год от года становился все более комфортным. В нем проходили всевозможные культурные фестивали. Посмотрите на ютубе, например, travel-видео под названием «Мариуполь – город, в который я мог бы переехать». Вот там. Я совершенно не знаком с автором, и он никак не просил меня о рекламе. Но просто меня привлекло то, что видео сравнительно свежее, оно опубликовано всего за 4 месяца до начала войны, и посмотрите, каким был город тогда. В Мариуполе заботились о тех, кто плохо переносит летнюю жару. Город утопал в зелени, в нем делали сухие фонтаны и устанавливали диспенсеры, которые обдавали прохожих водяным туманом. Все, чтобы людям было комфортно и удобно. По данным Министерства экономического развития и сельского хозяйства Украины, средняя зарплата в Мариуполе была выше, чем в Киеве. И сильно выше, чем во многих регионах России. Ну уж я не говорю про Донецк, где вообще уровень зарплат африканский. 8 апреля в издании «Бизнес онлайн» появился интересный материал о том, как в российском городе Набережные Челны устроили ярмарку вакансий для мариупольцев, которые бежали от войны в сторону России. Вот цитата из публикации, она принадлежит одному из беженцев. Я работал слесарь, ремонтник и похронал, и попечал. И совместная профессия ДГСД, газоспасательная дружина. Там какой зарплату получали? Мне платили по вашим деньгам чуть больше 100 тысяч рублей. Ищу работу по профессии. Пока изучаю предложения. Предлагаю зарплату в 40 тысяч. Если ничего другого не найду, то придется. Мне некуда возвращаться. В Мариуполе мой дом снесли. Дома в частном секторе тоже больше нет. Российские государственные СМИ постоянно называют оккупацию Мариуполя освобождением. Но спрашивается, от чего именно был освобожден прекрасный русскоязычный город, в котором хорошо жили почти 500 000 человек? От 90% построек? От своего главного предприятия, дававшего людям большие доходы? От большинства своих жителей, которые либо бежали из города, либо вообще погибли? Посмотрите, как город выглядит сейчас. В результате освобождения один из самых красивых и успешных городов постсоветского пространства просто прекратил свое существование. Это достижение путинского русского мира номер 1. Перейдем к достижению путинского русского мира номер 2. В 2014 году российские силы, которые как-то там маскировались, были прокси-силами, использовали внутриукраинский политический кризис и попытались захватить власть как в Мариуполе, так и в Донецке. Оба города находятся в Донецкой области, оба имели большой потенциал к развитию, но судьба у них сложилась совершенно разным образом. Мариуполь по результатам 3-месячного военного противостояния остался под украинским контролем и последние 8 лет активно развивался. А Донецк стал столицей непризнанной Донецкой Народной Республики. Это якобы независимое государство, но на деле это просто территория в подвешенном состоянии, полностью зависимая от Путина. Что делал Кремль с Донецком после его отторжения от Украины? Может быть, за эти 8 лет Донецк стал лучшей копией Мариуполя? До 2014 года Донецк был почти городом с почти миллионным населением, почти миллионником. Он был настоящим промышленным гигантом, градообразующее предприятие Донецкий металлургический завод. Для выплавки металла нужен уголь, его добывали сразу в нескольких шахтах там же. Это тяжелая, опасная, но в нормальной ситуации весьма высокооплачиваемая работа. Донецк 10 лет назад — это город, который не отличить от успешного областного центра в России. Место, где были деньги, но немного не хватало чувства вкуса. Улицы были смесью из симпатичной сталинской архитектуры, олиповатых панелек с по-разному застекленными балконами и некрасивых современных высоток.
воткнутых где можно и где нельзя. Много благоустройства, были достаточно аккуратные парки и скверы со множеством скульптур. Все выглядело опрятно, но, может быть, как и в России, у нас слегка по-колхозному. Потому что профессионалов, видимо, никто не приглашал тогда. Город был в целом очень прибранный и чистый, но захламленный визуальным мусором, уличной рекламой, кричащими вывесками и экранами. Это немного компенсировалось большим количеством зелени. Что хорошо, были трамваи и троллейбусы, даже закупались новые модели. Что плохо, на улицах было немало маршруток. Уверен, многие зрители моего канала могут узнать в этом описании свой родной российский город. При всех своих недостатках украинский Донецк – это город, оказавшийся достойным принять один из этапов чемпионата Европы по футболу 2012 года. К чемпионату Европы в Донецке было открыто новое здание терминала международного аэропорта. В интернете можно найти расписание на 6 мая 2014 года. В тот день Донецкий аэропорт прекратил свою работу, и почти все рейсы были отменены. На табло от 6 мая, помимо Москвы и Киева, рейс в Тель-Авив, Стамбул, Салоники, в Мюнхен. Если покопаться в архиве расписаний, то в предыдущие дни можно увидеть прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх, в Дубай, в Анталию, и также даже рейсы сезонные в Барселону. Самолет – слишком затратный вид транспорта, чтобы перевозить воздух. И если в сезон летних отпусков из Донецка летали в Барселону и обратно, да еще по 2 рейса в неделю, значит в городе было достаточное количество людей, которые могли себе этого позволить. А ведь много куда еще летали. В конце мая 2014 года Донецкий аэропорт был уничтожен в результате боев. Во имя чего велись эти бои? Почему нельзя Донецк было, подобно Мариуполю, просто не трогать, оставить в составе Украины? Что дала ему эта псевдонезависимость, которая состоит в том, что город теперь полностью зависит от России, но при этом не обладает даже теми минимальными правами, которые есть у российских городов. В течение последних 8 лет Донецк был отдан на откуп авантюристам и очень специфичным людям, которым просто в кайф воевать. В мирное время подобные люди занимаются страйкболом или военно-исторической реконструкцией, как, например, в свое время занимался Стрелков-Гиркин. Но в качестве столицы воюющей ДНР Донецк словно магнит притянул к себе всевозможных бесов, Моторол, Гиви и Бэтменов. Они превратили Донецкую область в зону бессмысленных боевых действий против вооруженных сил Украины, а некогда богатый и успешный Донецк в прифронтовой город. Стоило боевым действиям на Донбассе чуть поутихнуть, так все эти полевые командиры, разучившись жить мирно, стали просто убивать друг друга, и почти все друг друга поубивали. Никакого проекта будущей мирной жизни ни у кого там не было. Самое лучшее, что можно сказать о Донецке как о столице ДНР, это город, который 8 лет не развивался. 8 лет просто вычеркнут из его истории. А все хорошее, что в нем есть, то, что осталось с 2013 года. Начиная с 2014 местному телеканалу Оплот ТВ остается лишь выпускать репортажи о субботниках и покраске скамеек. Больше рассказывать не о чем. При этом новый аэропорт разрушен, на улицах следы боевых действий, город ветшает. Те, кто мог уехать, покинули свои дома, потому что мало кому понравится жить без понятных законов, но рядом с боевиками. Очень многие переезжали из Донецка в Мариуполь. Представьте себе, те из них, кто остался жив, сейчас уже во 2-й раз становятся беженцами. За эти 8 лет Путин вполне мог бы сделать из Донецка лучшую версию Мариуполя. Но вместо этого он решил из Мариуполя сделать худшую версию Донецка. И прямо сейчас из Донецка выгребают последних мужчин, способных держать в руках оружие, и без подготовки гонят на убой. Ничего, кроме демографической катастрофы, путинский русский мир в итоге Донецку не принес. До этого мы говорили о 2 крупных городах, о Мариуполе и Донецке. Но я считаю важным пару слов сказать и о каком-нибудь небольшом украинском городе, в который пришла большая война. Например, о Волновахе. Это обыкновенная провинция на 20 тысяч жителей. До начала российско-украинской войны Волноваха находилась под контролем Украины. Однако всякий провинциал из средней полосы России почувствовал бы себя в ней как дома. Та же природа, те же пятиэтажки из серого кирпича, тот же 10 раз перекрашенный танк Т-34 на постаменте в память о Великой Отечественной войне. Тот же единственный на весь город краеведческий музей, в который ты последний раз заходил с экскурсией от школы. Украинская Волноваха жила обычно для нашего региона. Но как живет этот город теперь, после освобождения российской армии и народной милиции ДНР? А никак он больше не живет. По словам самих освободителей, 85% зданий в Волновахе после боев не подлежат восстановлению.
Этот тихий и небогатый городок пополнил длинный список малых населенных пунктов Украины, которые полностью уничтожены в результате путинского освобождения. Провинция – это очень маленький и по-своему очень уютный мирок. Гибель таких городков, как Волноваха и Попасная, может казаться не столь значимой на фоне трагедии Мариуполя. Но для многих людей это огромная катастрофа, это исчезновение их маленькой вселенной, место, где они провели всю жизнь. И главное, зачем? За что? Просто так. Перенесемся в Харьков. Его можно отнести к тем городам Украины, которые благодаря успешной обороне ВСУ разрушены были лишь частично. Харьков – крупный мегаполис с населением в почти 1,5 миллиона человек. Это один из крупнейших центров производства, науки и высшего образования в Восточной Европе. Город со своим метрополитеном, роскошными храмами и умопомрачительными зданиями в стиле конструктивизма. В советские годы Харьков даже побывал столицей Украины. В 2012 году в нем, как и в Донецке, проходили матчи чемпионата Европы по футболу. В 2014 в Харькове в течение нескольких месяцев шло гражданское противостояние между сторонниками и противниками Майдана. Погибли 2 человека. И подобно другим городам востока Украины, здесь тоже российские власти попытались вмешаться во внутриукраинские дела. Даже был придуман флаг Харьковской Народной Республики. Харьков с сравнительно малой кровью смог отбиться от перспективы стать ХНР. Значит ли это, что в Харькове восторжествовала злобная нацистская хунта, от которой город необходимо было освобождать, как говорит пропаганда Владимира Путина? С 2010 по 2020 год главой города был Геннадий Кернес. Он смог победить на выборах и до, и после Майдана. Это русскоязычный еврей, который с 2014 года был прикован к инвалидной коляске. Видимо, именно так выглядит настоящий нацист, по мнению российской пропаганды. Преемником Геннадия Кернеса стал его однопартиец по политической силе блок Кернса «Успешный Харьков» Игорь Терехов. В нацизме и русофобии он тоже замечен, мягко говоря, не был. И прямо сейчас, если зайти на официальный сайт Харьковского городского совета, то вы увидите, что он ведется и на украинском, и на русском языках. Сами харьковчане говорят преимущественно по-русски, никто им в этом не мешает. Даже после событий 2014 года жители Белгородской области России часто ездили в Харьков на отдых. Почти то же самое, что съездить в столицу, только она совсем рядом. Харьков интересен тем, что в него специально приглашали зарубежных специалистов по урбанистике. Еще в 2011 году была принята долгосрочная стратегия развития Харькова до 2030 года. Тогда перенимать харьковский опыт даже приезжал делегация из российского Белгорода. Харьков был знаменит на всю Украину своим новым благоустройством. Горожане им очень гордились. Изучая фотографии общественных пространств, я обратил внимание на пешеходный мост влюбленных. Он отдаленно напоминает струнные мосты в Иерусалиме и Петах-Тикве. Возможно, это даже отсылка. В Харькове вообще очень много авторских проектов. Вот, например, обновленный сад имени Шевченко. Очень сложно оценить его достоинства и недостатки по фотографиям, но говорят, что если походить там ногами, он выглядит интересно, хотя я в Харькове не был. Вот еще пример реновации здорового человека. Было неказистое двухэтажное здание, вроде ничем не примечательное, но по объему оно вполне вписывалось в городское пространство. Его не стали сносить, чтобы впихнуть очередную многоэтажку, а великолепно реновировали. Благоустройство Харькова различные авторы оценивают по-разному, но интересно, что оно в принципе стало предметом общественных дискуссий. В 2019 году Харьков был признан самым комфортным городом для жизни в Украине по версии международного форума Kyiv Smart City. А на следующий год общественная уборная в Харьковском парке Горького была признана на специализированном конкурсе лучшим туалетом Украины. При мэре Кернесе в городе провели транспортную реформу. Это переработка маршрутов, закупка нового транспорта, организация работы диспетчеров, а также создание совместных государственно-частных транспортных предприятий, чтобы спасти троллейбусно-трамвайный парк от банкротства. Правда, сейчас во время войны трамвайное движение остановлено. По трамвайному парку попала российская бомба. Кое-где начали демонтаж трамвайных путей. Это объясняют тем, что в результате российских обстрелов не осталось ни одного целого трамвая. Трамвайная система Харькова одна из старейших в Украине, и я очень надеюсь, что харьковчане смогут ее сохранить и восстановить, и может быть даже и развить. Потеря трамвайной системы – одна из самых больших градостроительных ошибок, если город делает это сам.
Российские города, к сожалению, часто так делают. Я надеюсь, харьковчане свой трамвай спасут. Как бы там ни было, сейчас можно сказать про Харьков, что он смог защититься от непрошенного освобождения во второй раз и отбил российское вторжение. Но российская армия все же смогла освободить Харьков от 1200 зданий, включая важные памятники архитектуры. Что символично, одной из ракет освободителей от нацизма был уничтожен еврейский молодежный клуб Гилель. В общей сложности погибли около 200 харьковчан. Среди них 96-летний Борис Тимофеевич Романченко, который пережил 4 нацистских лагеря, но не пережил путинское вторжение. Тем не менее, Харьков выстоял и остался в составе Украины. А значит, с ним будет все хорошо, и он сможет дальше развиваться. По образованию я урбанист. Первые свои шаги в политике я делал именно с урбанистической повесткой. 10 лет назад, весной 2012 года, я был избран муниципальным депутатом в московском районе Щукино. Эта должность фактически не предоставляла мне никаких полномочий, но давала опыт в сфере устройства российского госуправления, ну и вообще градоустройства. Наша страна тогда выглядела иначе, да и сам я выглядел по-другому. Тогда, в 2012 году, Путин вернулся на президентский пост, и в России стали быстро наступать заморозки. Но тогда еще само словосочетание «российско-украинская война» звучало просто как бред сумасшедшего. И хотя я уже был очень недоволен нашим политическим режимом, но мне все еще казалось, что урбанистика и большая политика могут существовать как-то отдельно. Я выступал на митингах, участвовал в некоторых оппозиционных активностях, управлял избирательными кампаниями, но в целом мне тогда хотелось бороться не столько против политического режима, сколько против его отдельных проявлений. В первую очередь против неправильных и антинаучных и античеловечных градостроительных практик в нашей стране. Это когда миллиарды рублей уходят на всевозможные инициативы, которые в результате не улучшают, а ухудшают жизнь горожан. Канал на Ютубе я изначально завел с той же целью. У меня было несколько неудачных попыток стартовать на Ютубе, но даже когда я наконец пришел к привычному вам формату роликов, то первые 3 из них были про урбанистику. Ну и потом я постоянно возвращался к теме устройства городов. Сейчас, конечно, настало то время, когда даже урбанисту приходится говорить не о градостроительстве, а о градоразрушении. Приходится говорить не об устройстве городских пространств в России, а об уничтожении таких пространств в Украине. О том, как российские снаряды, ракеты и бомбы убивают мирных людей и разрушают их жизненную среду. Мягко говоря, совсем не для этого я проходил обучение у таких живых классиков градопланирования, как Вукон Вучек и Ян Гейл. И не для этого получал степень магистра урбанистики в университете Глазго. Но такие вот времена сейчас. Сейчас обо всем приходится говорить в контексте чудовищной войны, даже об урбанистике. Я очень надеюсь, что придет время, и мы снова на этом канале будем говорить с вами о том, как сделать Москву удобней для московских бабушек. И как избрать муниципальных депутатов, которые нам с вами с этим помогут. Но не сейчас. Сейчас власть в нашей стране захватила группа людей, которая живет глубоко в прошлом, которая ничего не понимает в управлении страной, и которая в случае проверки их квалификации не была бы допущена до коллективного управления колхозом. И вот эти люди сделали так, что наша с вами страна занимается разрушением соседней страны, уничтожает мирные города и мирных людей ради захвата опустошенных земель. И нам с вами это расхлебывать. Это будет непросто, но нам предстоит этим заниматься. До завтра.